Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная. Лечение варикоза. Напоминаю, что данное видео имеет информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Сегодня я, как обычно, поделюсь с вами полезной информацией. Если вы еще не подписаны, то самое время подписаться и включить колокольчик. Ссылка на статью в описании. Эффективное лечение варикоза народными средствами. Эффективным лечением варикоза является мускатный орех. Размельчите несколько мускатных орехов в кофемолке, 1 чайную ложку получившегося порошка залейте стаканом кипятка. После положите 1 чайную ложку меда, тщательно перемешайте и настаивайте полчаса. Можно также просто залить его водой без размешивания в воде. Такой настой необходимо выпить за час до завтрака и еще 1 стакан спустя 2 часа, но не обязательно. Курс лечения нужно продолжать в течение года, однако видимый результат вы увидите уже через 30 дней. Мускатный орех обеспечивает обезболивающий эффект, а также предотвращает застойные явления, улучшает ток крови. Кроме того, данный орех способствует восстановлению тканей эпителия. Это помогает ускорить заживлению трофических язв, сопровождающих варикозную болезнь. Внимание! Мускатный орех ядовит. Употребление более 50-100 граммов за раз может привести к летальному исходу. Рекомендуется дозировка 3-5 граммов или 1 чайная ложка без горки. Лечение варикоза зелеными помидорами. Рецепт заключается в следующем. Нужно просто привязывать к больным венам ломтики помидоров, лучше зеленых. С наступлением жаркого времени года вены на ногах обычно начинают болеть еще сильнее и вздуваться еще больше. В это время как раз и нужно прикладывать перед сном помидоры, привязывая их, а утром снимать. Рекомендуется делать компрессы в течение всего года. Шишки заметно станут меньше и мягче, по истечении года и вовсе пройдут. В чем секрет? Существует мнение, что весь секрет данного рецепта кроется в ликопине, сильном антиоксиданте, который значительно снижает риск инфаркта и инсульта до 34% при ежедневном употреблении красных помидоров, улучшая эластичность сосудов и защищая их от свободных радикалов. Кроме того, он защищает липопротеины низкой плотности, тот самый плохой холестерин, в крови от окисления. А окисление холестерина – это причина возникновения атеросклеротических бляшек и закупорки артерий, то есть развитие атеросклероза. Ликопин повышает эластичность стенок сосудов и защищает их от тромбообразования, снижает кровяное давление. Польза ликопина для здоровья сердца и сосудов была подтверждена неоднократно, в том числе результатами 7-летних исследований, опубликованными в 2003 году. На материале обследования почти 40 тысяч женщин было установлено, что повышенное потребление ликопина значительно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Так как рекордсменом по содержанию ликопина является томатная паста, то рекомендуется прикладывать именно ее в виде компрессов, а не просто помидоры. Кроме того, употребляя ежедневно помидоры, или еще лучше немного томатной пасты в еду, вы исцеляете больные сосуды изнутри. Лечение варикоза семенами дурмана. Для лечения варикозного расширения вен, тромбофлебита, ишемической болезни сердца, инсульта, инфаркта, невралгии, неврастении, коклюша, хореи, эпилепсии, анемии конечностей применяет настойку семян дурмана. Внимание! Семена растения очень ядовиты. Они содержат алкалоиды, основными из которых являются атропин, скополамин, гиасциамин. Приготовление настойки. Наберите семян дурмана в обычную стопку, примерно 80-100 грамм. В кофемолке измельчите их и залейте пол-литром водки, 40 градусов. Поставьте в темное место на 2 недели, не забывая ежедневно взбалтывать настойку. Хранить ее также следует в темном прохладном месте. Лечение. Начинать стоит лечение варикоза с пониженной дозировки в 15 капель на полстакана воды за полчаса до еды 1 раз в день. Каждый день дозу повышаем на 1-2 капли, пока не дойдете до 25 капель. Эту дозировку нужно употреблять в течение месяца. Есть больные, которые не переносят новокаиновую группу. Им лечение нужно начинать с 1 капли. Если возникают боли, просто снизьте дозировку. Паниковать раньше времени не стоит. Компрессы. Кроме того, нужно делать компрессы на больные ноги. Дозировку берут такую же,
как вы употребляете утром. Столько же капель на полстакана воды. В этой воде смочите вату, приложите ее к больным венам, сверху полиэтилен и закрепите бинтом. Чтобы избежать передозировки, так как площадь компрессов у больных разная, нужно прислушиваться к своему организму. Как только почувствуете передозировку, а она ощущается чувством опьянения, выпейте как можно больше молока и воды. А на следующий день лечение начинайте с уменьшенной дозой на 2-4 капли. При дальнейшем лечении дозу не увеличивайте. Лечение варикоза упражнениями Микулина. Довольно эффективным упражнением для прочистки сосудов являются упражнения Микулина. Нужно встать на носки, приподняв пятки на 1 см от пола, а после резко приземлиться на пятки. Повторите упражнение 30-50 раз. Упражнение делается не быстро, в спокойном режиме. Желательно повторять это упражнение по 3-5 раз в день. При этом не стоит делать более 60 ударов. Как работает данное упражнение? Упражнение Микулина помогает прочистить, укрепить сосуды, дает крови импульс для продвижения. При ударе пятки о пол венозная кровь устремляется к сердцу. Похожие рекомендации встречаются и в специальной медицинской литературе. Правда, обоснование там другое. Поскольку при таких упражнениях напрягаются мышцы голени, кровь выдавливается ими выше по венам. Настойка из конского каштана от варикоза. После 3 курсов вы заметите улучшение. Для приготовления настойки цветы конского каштана 50 грамм нужно залить пол-литром спирта, после чего дать настояться 14 дней, каждый день взбалтывая бутылку. Пропустите настойку через сеточку и употребляйте по столовой ложке, запивая водой 3 раза в день до еды. Как пролечитесь неделю, сделайте перерыв на 2 недели. Потом лечение можно начать заново. Свежевыжатые соки в лечении варикоза. Лечение варикозного расширения вен овощными соками дает хорошие результаты при регулярном применении. Соки усваиваются в течение 10 минут, насыщая организм полезными веществами, микроэлементами, витаминами и антиоксидантами, которые укрепляют стенки сосудов, способствуют кроветворению и препятствуют образованию тромбов. Популярные соковые смеси. Сок моркови и листьев шпината, взятых в соотношении 10 к 6. Морковный сок богат микроэлементами и биофлавоноидами, самый известный из которых, флавоноид рутин, входит в состав многих лекарственных препаратов для борьбы с ломкостью капилляров. Поэтому ежедневное употребление морковного сока укрепляет стенки сосудов и способствует профилактике варикоза. Сок листьев шпината богат щавелевой кислотой, которая не только очищает сосуды и препятствует образованию известковых отложений на их стенках, но и нормализует их сократительную функцию. Таким образом, сок шпината при ежедневном употреблении предотвращает развитие гипертонической болезни, насыщает кровь витаминами, антиоксидантами А и С, очищает сосуды. Сельдерей также способствует очищению сосудов, стимулирует процессы липолиза и выводит из организма токсины и лишнюю жидкость. Все 3 компонента соковой смеси оказывают комплексное воздействие на сердечно-сосудистую систему и организм в целом. И в сочетании показывает высокую эффективность в лечении и профилактике варикозного расширения вен. Смесь соков 3 овощей – морковь, шпинат и свекла в соотношении 10 к 3 к 3. Такой сок восполняет запас микроэлементов в организме, стабилизирует артериальное давление и способствует выведению лишней жидкости, снятию отечности. Свекла стимулирует процессы кроветворения, улучшая синтез эритроцитов, повышает уровень гемоглобина и является профилактикой анемических состояний. Сок моркови, стеблей сельдерея, листьев шпината и петрушки, взятых в пропорции 7 к 4 к 3 к 2. Петрушка способствует укреплению сосудистых стенок, препятствует ломкости капилляров и защищает сосуды от истончения и повреждений. Сельдерей обладает детоксицирующими свойствами, выводит из организма токсины и лишнюю жидкость. Данная соковая смесь не только укрепляет сосуды, но и способствует их очищению от отложений кальция, препятствует развитию атеросклероза. Сок листьев шпината, корнеплода и зелени репы и крест салата в соотношении 4 к 2 к 2. Репа и ее листья содержат минералы-электролиты – кальций, магний и калий. Употребление этого сока способствует выравниванию баланса электролитов, усиливает метаболизм в тканях и является профилактикой гипертонической болезни и сосудистых заболеваний. Листья водяного кресса содержат минералы серу, хлор и фосфор, богаты кальцием в биологически доступной форме 18%, калием 20%, магнием 5%, натрием 6% и железом 0,25%. В сочетании соки репы, шпината и водяного кресса разжижают
освежают кровь, очищают ее от токсинов, препятствуют агрегации тромбоцитов и растворяют уже образовавшиеся тромбы. Регулярное употребление соковой смеси усиливает тканевый метаболизм и насыщение кислородом, очищает организм и является профилактикой сосудистых заболеваний. Соки принимают в количестве 500-600 мл ежедневно. Готовят непосредственно перед употреблением, потому что хранить свежий сок можно не больше, чем полчаса. Иначе большинство полезных компонентов разрушится при контакте с воздухом. Исключением являются соки, полученные в шнековой соковыжималке. Их можно хранить несколько часов. Лечение варикоза вытяжкой из чеснока и лимона. Атеросклеротические бляшки, сформировавшиеся с возрастом на стенках кровеносных сосудов человека, негативно влияют на ток крови и становятся причиной серьезных заболеваний. Их появлению способствует повышенное содержание холестерина вследствие неправильного питания и образа жизни. Для профилактики засорения сосудов проводится их периодическое очищение. Фитонциды чеснока способствуют растворению холестериновых бляшек, отложению солей и восстановлению сосудов. Кроме этого, чеснок обладает противомикробными и противовирусными свойствами. Приготовление настоя для очищения сосудов. Измельчают с помощью мясорубки 4 неочищенных лимона и 4 головки чеснока. Настаивание смеси из чеснока и лимона происходит при комнатной температуре в течение 3 дней. Содержимое банки несколько раз в день нужно перемешивать. По окончании назначенного времени содержимое емкости процеживают. Настой хранят в холодильнике. Периодичность приема средства 3 раза в сутки по 100 мл, желательно во время еды или сразу же после нее. Для проведения полного курса лечения требуется приготовить 4 банки чесночно-лимонного настоя. Их готовят с периодичностью 1 раз в 10 дней. При появлении побочных эффектов начальная дозировка снижается до 1-2 столовых ложек по 2-3 раза в день. Действие настоя. Сосуды очищаются от холестериновых бляшек, нормализуется кровеносное давление, исчезают головные боли, возрастает энергетический потенциал. Подобный курс лечения проводится 1-2 раза в год. Перед началом лечения желательно проконсультироваться с врачом и проконтролировать имеющийся уровень холестерина. Действительно ли чеснок очищает сосуды? По мнению специалистов, химическое вещество аллицин, в изобилии выделяющееся при механическом воздействии на клетки чеснока, при его попадании в кровеносную систему эффективно разрушает холестериновые бляшки. При лечении вытяжками из чеснока нужно учесть важное обстоятельство. При регулярном употреблении подобных средств организм привыкает к действию аллицина и уровень холестерина перестает снижаться. Чтобы этого не происходило, нужно профилактическую очистку сосудов проводить курсами по 1,5-3 месяца с аналогичными по времени перерывом между ними. Поскольку активные вещества чеснока действуют раздражающе на слизистую оболочку желудка и кишечника, следствием этого становится стимуляция моторики этих органов и увеличение желудочного сока. Противопоказания к применению чеснока: холецистит, панкреатит, гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка и кишечника, желчекаменная болезнь. Важность употребления воды при варикозе. Как известно еще со школьных времен, кровь состоит из кровяных телец – лейкоциты, тромбоциты и эритроциты – и жидкой фракции. Плазма крови представляет собой воду с растворенными в ней веществами – солями, углеводами, белками и так далее. При недостаточном потреблении жидкости уменьшается объем жидкой части крови, что приводит к ее загущению. Эта ситуация опасна тем, что повышается риск образования тромбов, агрегации кровеносных сгустков. Чтобы предотвратить загущение крови и снизить риск варикозного расширения вен, рекомендуется выпивать от 2 литров воды в день. Можно рассчитать суточную необходимость в жидкости индивидуально, в зависимости от массы тела. На каждый килограмм веса необходимо выпивать до 40 мл воды ежедневно. То есть для человека весом 70 кг оптимальное количество жидкости составляет 2,8 литра. Однако, если вы привыкли выпивать в день гораздо меньше воды, то резко увеличивать ее количество не следует. Нужно дать организму адаптироваться. Повышает количество воды постепенно, каждые 3 дня добавляя по 100 мл к привычному для вас количеству. За несколько недель вы адаптируетесь к новому режиму и ощутите первые результаты. Какую воду лучше пить при варикозе? Активированная или живая вода – эффективное средство лечения и профилактики варикозного расширения вен и ряда других заболеваний. При длительном употреблении оказывает тонизирующее воздействие на организм, укрепляет иммунную защиту и усиливает процессы регенерации. Чем же отличается живая вода от мертвой?
Бутилированная очищенная вода, которую обычно используют для питья, имеет положительный окислительно-восстановительный потенциал, сокращенно ОВП. При поступлении в организм ее молекулы проходят ряд преобразований, отнимая у клеточных структур электроны, из-за чего они рано изнашиваются. Сокращается цикл жизни клетки. Ежедневное употребление воды с положительным ОВП, то есть мертвой воды, ускоряет процессы старения, изнашивания организма. Но без воды обойтись нельзя. Пить ее нужно каждый день. Она составляет 80% тела человека. Тогда ученые нашли выход – пить воду с отрицательным ОВП, которая быстро и беспроблемно усваивается организмом, не меняя заряд его структур. Употреблять активированную воду рекомендовали еще со времен СССР. В 1988 году с одобрения Минздрава. Если регулярно пить живую воду, в организме образуется меньше свободных радикалов, которые провоцируют развитие раковых заболеваний и преждевременное старение клеток. Ткани быстрее насыщаются жидкостью без лишних энергетических затрат. Усиливается их метаболизм, что способствует повышению эффективности процессов регенерации. Активированная вода с резко отрицательным ОВП помогает восстановить клетки, питает их и продлевает цикл жизни. Таким образом, живую воду можно назвать средством для продления молодости и красоты и отличным решением для профилактики сосудистых заболеваний. Для приготовления активации воды в домашних условиях существуют специальные приборы. Под их воздействием осуществляется электролиз воды и ее разделение на фракции. Часть воды, расположенная у анода, обладает положительным потенциалом, а возле катода концентрируется живая вода с отрицательным ОВП. Живую воду используют для питья и приготовления пищи. Ею рекомендуется умываться, чтобы дольше сохранить молодость кожи, поливать домашние растения. Мертвой водой промывают раны, так как она обеззараживает их, предотвращая инфекции и нагноения. Лечение варикоза коньяком. Употребление алкоголя считается вредным для здоровья, а борцы за трезвость утверждают, что пить его нельзя даже в минимальных количествах. Однако научные исследования показывают, что качественные спиртовые напитки в небольших дозировках способствуют улучшению психического состояния человека и способствуют профилактике многих заболеваний, в том числе и нарушений кровообращения. Многолетние наблюдения за жителями города Зюитхен, проведенные в Голландии, показывают существенное снижение смертности в группе людей, употреблявших спиртное в небольших количествах в сравнении с абсолютными трезвенниками. Наблюдения велись за 1000 жителями за период 40 лет. Было обнаружено снижение общего индекса смертности на 36%, в том числе и от сердечно-сосудистых патологий, уменьшение индекса на 3-4%. Положительность жизни людей, которые употребляли красное вино в умеренных количествах, в среднем больше на 3,8 лет. Итак, в качестве профилактики варикозного расширения вен рекомендуется ежедневно утром натощак выпивать 50 грамм коньяка. При желании можно заменить на 30 граммов качественного спирта и съедать целое яблоко вместе с косточками. Спустя полчаса после этого можно приступить к завтраку. Эта привычка является отличной профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний. Внимание! 30 мл спирта – это максимальная дозировка в сутки, которая не накапливается в случае пропуска. При употреблении вышеуказанной нормы вы наносите вред своему здоровью. Что касается убежденных трезвенников, то нужно отметить, что в таком количестве алкоголь не дает опьяняющего эффекта. И более того, 30 граммов этанола в сутки вырабатывается самим организмом в результате биохимических процессов. Благодарю вас за просмотр. Поделитесь моим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новое видео.